Привет, это Навальный, и хочу сейчас сказать очень серьезную вещь. Ну, послушайте, они молчат и явно намереваются молчать дальше. И, видимо, к моему очень большому сожалению, единственный способ добиться от них хоть какого-то ответа на обвинение в коррупции в адрес премьер-министра страны, это спрашивать уже не только в интернете, но и стоя на улице. Поэтому я призываю вас всех 26 марта выйти на митинги и шествия во всех городах страны с очень простым требованием. Мы требуем ответов, которые нам положены по закону. Мы требуем борьбы с коррупцией, которая тоже должна вообще-то быть по закону. Ну вот мы достаточно много пошутили насчет того, что единственной реакцией премьер-министра Медведева на наше расследование о его коррупционных схемах было то, что он заблокировал меня в Инстаграме. И это действительно единственная реакция, и вот это же совсем не смешно. Это провал государства, это доказательство того, что они, власть и Кремль, не хотят даже думать о борьбе с коррупцией. Смотрите, несмотря на полный блок в телевидении и газетах, наш фильм в интернете посмотрели примерно 13 миллионов человек. И это 9% граждан страны. И я вот вижу реакцию на это расследование. Вижу, что многие люди внимательно изучили все документы и убедились, что наши доказательства вовлечения Медведева в многомиллиардную коррупцию, в получение взяток, в строительство дворцов по всей стране, они просто железобетонны. И без преувеличения миллионы людей сейчас требуют от власти какой-то реакции. Самой простой, как положено в нормальном государстве. Мы же не требуем, чтобы Медведева и его олигархов завтра расстреляли. Скажите хотя бы просто элементарные вещи. Эти факты заслуживают внимания. Мы, Кремль, власть, озабочены, ведь обвинен в коррупции премьер-министр и лидер правящей партии. Это очень тревожно, поэтому Путин создает, парламентскую комиссию по расследованию, берет дело на контроль и обещает нам, что по каждому факту и каждому обвинению мы получим нормальный ответ. Но ведь вместо этого вообще ноль. Они сидят, смотрят на нас и просто улыбаются. Ключевой задачей остается формирование в обществе антикоррупционного правосознания. Неприятие к нарушению закона должно воспитываться со школьной скамьи. Но ведь мы вроде тоже как граждане, имеем права, платим налоги, заслуживаем элементарного уважения. Или нет? Судя по тому, как ведут себя кремлевские СМИ, они действительно считают, что мы не заслуживаем никакого уважения. Вот посмотрите. Главный кремлевский пропагандист в своей главной программе делает специальный сюжет о коррупции, о людях в Южной Корее, которые вышли на улицу и добились импичмента президенту, которого поймали на этой самой коррупции. И он говорит, что вот схема южнокорейская очень похожа на Хиллари Клинтон. Президента Кореи Пак Кын Хе свергли. Она развела вокруг себя фонды, которые сплелись в сеть государственной коррупции. Похоже на Хиллари Клинтон. И ни слова ни про Медведева, ни про его дворцы. Хотя то, что сделала коррупционная группа Медведева, это почти один в один с тем, что в Южной Корее, только с большим масштабом. Там крупный бизнес перевел 75 миллионов долларов на некоммерческие фонды, подконтрольные президенту. Мы доказали, что здесь, в России, на медведевские благотворительные фонды взятками было переведено больше миллиарда долларов. Там вся Южная Корея просто встала на уши, потому что фирма Samsung купила лошадь для дочери президента. Здесь, в России, Медведеву дарят особняки по 5 миллиардов рублей. И хоть бы хны. Вообще все молчат. Вот именно после этого киселевского сюжета, где он обсуждает коррупцию за границей и старательно делает вид, что не замечает ее здесь, в нашей стране, я понял, что надо, пожалуй, призвать к митингам. Сегодня я подал заявку на проведение шествия и митинга на Тверской улице в Москве 26 марта. Я не знаю, сколько придет людей, много или мало, но вот это важно лично мне самому. Я хочу своим детям и внукам когда-нибудь сказать: ребята, было время, когда разворовывали ваше национальное достояние, и я хотя бы не молчал и не лежал на диване. Нашел час свободного времени и вышел на улицу с такими же, как я. И, честно говоря, у меня есть ощущение, что не один я в нашей стране против коррупции. Поэтому я вас всех призываю присоединяться. Вне зависимости от взглядов, от того, планируете вы голосовать за меня или нет. Вы правый или левый, мне все равно. Либерал, консерватор, западник или славянофил. Давайте все выйдем вместе против коррупции, которая разъела весь государственный механизм и не дает здесь развиваться буквально вообще ничему. Кремль заявляет, что они мне отвечать ничего не будут, потому что я уголовник. Ну хорошо, предположим, я уголовник.
Ну вот вам тогда герой России и заслуженный летчик-испытатель. Ему ответьте. Ведь вы ему не отвечаете, хотя у него ровно такие же вопросы, как у меня. И я обращаю внимание, что это именно власть заставляет нас идти на митинги. Они же уничтожили все механизмы. Правоохранительной системы нет, суды не работают, средства массовой информации молчат или лгут. Но как нам еще обратить на себя внимание? Поэтому мы пойдем на улицу, мирно, очень мирно, со строгим соблюдением закона. Но пойдем и будем требовать ответа на наши справедливые вопросы. В Москве и нескольких крупнейших городах мы подадим заявки сами на митинги. Но где бы вы ни жили, хоть в самом маленьком городке России, возьмите сами эту заявку. В описании к видео есть ссылка, и там лежит образец, который вы можете использовать. Подайте ее в свою мэрию и проведите митинг у себя в городе. Пусть он будет маленький, возьмите с собой пару друзей, нарисуйте пару плакатов, но зато почувствуйте себя гражданином. Тут же главное просто выразить личную позицию, послать такой сигнал в Кремль и сказать им: ребята, знайте, в России много тех, кто против коррупции. И сколько бы вас там ни собралось на митинге в вашем городе, мы точно будем знать. В этой ситуации 99% поддержки населения на нашей стороне, а не на стороне Димона и прочих жуликов. Потому что все вокруг понимают, коррупция – главная причина бедности, в которой мы живем. Важно помнить это самим и другим объяснить. Богато живут люди только в тех странах, где выходят на улицу против коррупции. Вот в Исландии вышли после того, как обнаружили незадекларированный офшор премьера, и он вышел в отставку. И поэтому средняя зарплата в Исландии 195 тысяч рублей. В Южной Корее, которую я уже сегодня несколько раз упоминал, там выходит, поэтому там средняя зарплата 145 тысяч рублей. Даже в Бразилии люди вышли и отправили в отставку коррумпированного президента. Поэтому сейчас уже даже и Бразилия обгоняет Россию и в экономике, и в росте зарплат. Хотим жить лучше, надо идти на улицу и возмущаться. Ну и кроме того, вот этот премьер-министр, он уже и так сидит в печенках у всей страны со своими заявлениями о том, что денег почему-то нет, но нам нужно держаться. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Или о том, что учителям, жалующимся на маленькую зарплату, стоит пойти поработать в бизнесе. Это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. И когда ты, плохой глава правительства, несешь всякую чушь, да еще и крадешь миллиардами, защищать тебя точно никто не будет. Так что наше дело здесь правое. Если вы поддерживаете такой мой подход, то обязательно помогите мне распространить этот ролик. Повесьте его в своих соцсетях и напишите что-то от себя о том, чтобы вы просто пошли на такой митинг. 26 марта, где бы вы ни были, присоединяйтесь к митингам, которые организует кто-то другой, или организуйте свой митинг. Мы за Россию и против коррупции. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.